Волею судеб мы работаем в разных странах по всему миру, и у меня накопился опыт работы с разной недвижимостью и ее локальными особенностями, чем я готова поделиться, сравнить и рассказать вам об интересных чертах, плюсах и минусах. И в первую очередь я, конечно, расскажу о недвижимости с точки зрения дизайна интерьера, планировок и проектировочных особенностей жилого пространства. Будет такая обзорная экскурсия по жилым пространствам разных стран. По большей части я, конечно, расскажу про новостройки, беря во внимание современный вектор развития недвижимости. Ну а если вы из этих стран, вы можете сравнить мой срез с вашим восприятием и написать в комментариях свои ощущения. Ну или может просто вдохновиться и взять какие-то необычные идеи для своего будущего дома. Интерьерный рынок США и Канады – это несколько застывший во времени и довольно самобытный интерьерный мир. Вот эти все гигантские американские дома мечты зачастую возводят быстро и дешево по так называемой в странах СНГ канадской или деревянно-каркасной технологии. Это такие домики ниф-нифа и наф-нафа. Звукоизоляция там плохая, стены зачастую полые, но такие домики недорогие и возводятся очень быстро. Когда я работала в одном очень красивом элитном коттеджном поселке, там примерно половина домов была собрана по такой канадско-американской технологии. Поэтому, если вы возводите в США или Канаде новый дом под себя, то у вас есть возможность учесть и исправить известные на рынке минусы. Впрочем, некоторые аспекты технологии могут быть также обусловлены рядом локальных особенностей, например, сейсмоопасностью. Помню, как в техническом задании на разработку проекта в Сан-Франциско клиенты нам прописали, что на люстрах не должно быть стекляшек, потому что они будут стучать во время землетрясений, а лестницу им разрешат установить только из дерева. Но это ладно. Что касается наполнения, то нормой там являются огромные кухни, соединенные с гостиными. На кухнях всегда стоит огромная и ужасно страшная кухонная американская техника. Кстати, техника – это то, что больше всего отличает рынок Северной Америки от европейского. Если в наших американских проектах мы спокойно интегрируем европейских производителей мебели, потому что большинство из них там имеют представительство или дистрибьюторов, то с техникой все сложнее. Приходится изворачиваться и адаптироваться под локальные модели. И все вот эти вот мега-холодильники, монструозные плиты, торчащие посудомойки, вытяжки микроволновки. Если вы видите американский интерьер, где все встроено в европейского вида кухню без ручек, то это интерьер высокого уровня и очень обеспеченной семьи. Кстати, там до сих пор популярны услуги, так сказать, плотников, которые и плинтус из дерева клеят, и кухню из досок собирают. И при этом могут сделать одновременно молдинги на стены. В общем, это такие специфические интерьеры получаются, их сразу видно, но надо понимать, что это, конечно, даже не 20, а 19 век. Все эти ручки на фасадах, вывернутые наружу торцы кухонных коробов, все это устарело, просто невозможно описать как. Но что хорошего внесли американцы в интерьерную индустрию, это умение обставлять и наполнять большие пространства. Историю возникновения стилей я рассказываю на своих курсах, и подробно в это я погружаюсь там, но если вкратце, в Европе всем всегда было тесно, а первые переселенцы, приехавшие в Америку, на такие просторы ни в чем себе не отказывали. И строили сразу огромные пространства. И пространство у них планировалось таким образом, чтобы всего хватало, и в том числе место для хранения запасов. Это в Европе условно можно очень просто спуститься вниз за круассаном с кофе, а в США же в большинстве городов надо сесть в машину и упорно ехать вдаль до ближайшего магазина. Поэтому места хранения в американском доме должно быть очень много, потому что в супермаркетах все закупается коробками, чтобы хватило надолго. Еще именно в США начали повсеместно выделять мастер-зону с большой спальней и пуфиком у изножья, даже в жилье у среднего класса. Каждому ребенку выдавали по комнате, а кухню начали отстраивать огромную, а иногда и две, пожалуйста. К основной кухне еще иногда добавляли техническую.
А еще эти огромные диванные группы в гостиной. В общем, кому интересно глубже погрузиться в нюансы недвижимости США, в комментариях я оставлю ссылки на свои ролики с наглядными обзорами. Посмотрите после этого видео. Эмираты стремительно и жадно впитывают в себя все лучшее, что могут взять от мира. Это же касается и строительной сферы, и сферы дизайна. Как и любые внезапно и быстро разбогатевшие люди, они сначала полюбили барокко и версальские роскошества и обустраивали свои интерьеры так. Потом они начали любить ар-деко, оформлять интерьеры, входные группы, небоскребы в этом стиле. По этим признакам, кстати, легко можно определить старую застройку. Но сейчас они все больше и больше увлекаются минимализмом и начинают ценить современный итальянский дизайн. К слову, в странах СНГ проходили все те же самые стадии и вкусовые предпочтения. Поэтому сейчас новые проекты в Эмиратах современного европейского уровня как снаружи, так и внутри. Но качество отделки у них, я бы сказала, сносно-переносного уровня. Да, вся жилая недвижимость уже идет с отделкой, но повсеместно встречаются такие нюансы типа гипсокартон в один слой. Не все им кажется обязательно идеально выравнивать и стыковать. Зато отъедать в 2-3 раза больше высоты потолка, чем это нужно под коммуникации и каналы кондиционеров, это, конечно, пожалуйста. Да и качество самих коммуникаций может вызвать некоторые подозрения. Но это, конечно, зависит и от застройщика. Хорошего качества строительства и отделки, чтобы можно было заехать и прям смело жить, ничего не переделывая, добивается в своих проектах, пожалуй, только один эмиратский застройщик. В Эмиратах очень чувствуется влияние Америки. Это выражается в том, что в Эмиратах очень легко найти планировки с большими кухнями, где есть эти же огромные газовые плиты для запекания толстых индеек целиком, эти же большущие холодильники, невстраиваемые посудомойки, большие кухни, пейнтри для хранения продуктов коробками, выделенные мастер-зоны с мастер-санузлами и гардеробными. Все это встречается в Эмиратах повсеместно, и также повсеместно сейчас миксуется с мягкой мебелью европейских форм. Они ревностно следят за интерьерной модой и стараются даже в магазинах среднего сегмента все обновлять под европейские новинки и тренды. Климат в Эмиратах суров, а уровень жизни высок, поэтому жители Эмиратов проводят дома много времени и также много тратят средств на интерьеры. Так что у них очень большой ассортимент элементов интерьера локального и европейского и американского производства. Но есть также и Китай. Как в Италии везде есть биде, в Эмиратах везде есть гигиенический душ. Кстати, тоже очень популярная черта, присутствующая в мусульманских странах. Впрочем, по опыту разработки проектов в мусульманских странах СНГ могу сказать, что там нам в планировках, помимо эргономики, надо было учитывать определенное направление расположения унитазов, которое диктуется религиозными требованиями. В Эмиратах в большинстве объектов, которые я видела, я этого не заметила, но, возможно, так только в так называемых фрихолд-объектах, которые разрешено приобретать иностранцам, а в недвижимости для местных жителей все иначе. И еще интересная особенность, которая встречается не только в Эмиратах, но и в других странах, кстати, нередко и в США, это слив в полу, в санузлах и на кухне. Очень удобно все намылить, и пол, и унитаз, и ванну, и стены, а потом все разом смыть в слив в полу. Ну и в случае протечки вода далеко не уйдет. Теперь переходим к странам Европы и начнем с Запада. Такие страны, как Германия, Австрия, Швейцария, Италия, Испания, Франция, на мой взгляд, это очень хороший рынок. Планировки не слишком большие, как в США, где, на мой взгляд, часто делают пространство с излишком, но и не слишком тесные, как в Китае, например. Качество строительства, конечно, варьируется от страны и региона, но в целом оно довольно хорошее. Именно рынку Западной Европы, его идеям и концепциям подражают мировые застройщики и пытаются опираться на них. Все-таки именно Западная Европа, Италия, Франция, Германия, Швейцария, Испания – это мировые центры эстетических и инженерных интерьерных решений. Современные асимметричные планировочные решения для минималистичных интерьеров были сформулированы именно на этой территории. Да, они взяли концепцию мастер-зон из США, но оптимизировали жилое пространство под эргономику
и европейский стиль жизни, где никто не закупается ящиками и привыкли жить в более компактных пространствах. Кстати, отчасти из-за этого даже в новых проектах нередко можно встретить решение, когда стиральные машины уводятся за пределы квартир и размещаются на цокольном этаже, в общем помещении, а потом еще и розетки или вилки стиральной машины закрываются замками, чтобы хитрые соседи ими не пользовались. В отличие, к слову, от США, по которым у многих засел стереотип об отсутствии стиральных машин в доме и повсеместное размещение прачечных, что, конечно, имело место, но скорее в старых многоквартирных домах, которые просто не были под это рассчитаны. А в современной застройке все уже предусматривается. Я жила в многоквартирном низкоэтажном комьюнити в Лос-Анджелесе и в небоскребе-кондоминиуме в Сан-Франциско. Везде и стиральные, и сушильные машины были в квартире. Теперь немножко про северо-западную и северную Европу, Бенилюкс и скандинавские страны. Это тоже очень интересный, довольно современный рынок, полон классных инженерных решений и качественной новой застройки. Но чтобы найти там нормальную планировку с мастер-зоной или чтобы в таунхаусе или в доме был не один санузел на несколько этажей или на 2-3 спальни, это надо прямо очень постараться. Очень им жалко строить санузлы и места хранения, даже в новых проектах на отдалении, где, казалось бы, достаточно места, чтобы все сделать по уму. Они все равно по исторической привычке или по устаревшим нормативам все еще строят очень узкие пространства с одним микросанузлом на первом этаже. Это тоже очень традиционное для этого рынка решение, и еще там может быть только холодная вода, например. А на втором этаже располагается основная ванная комната, обслуживающая, например, 3 спальни. Все-таки там очень много объектов с достаточно спорными и тесными планировочными решениями. И глядя на подобные аскетичные пространства, сразу становится ясно, для каких пространств была придумана Икеа. То же самое касается очень часто и квартир. Ни мастер-зон, ни санузлов. Зато застройщики, я, конечно, не могу ручаться за всех, но в общем у меня такое впечатление сложилось, что сдают там недвижимость в очень хорошем состоянии, с качественной отделкой, встроенной мебелью для жизни и иногда даже ставят очень неплохую технику и смесители по последнему писку интерьерной моды, что, конечно, не может не радовать. Ну а еще там как-то очень много атмосферных локаций у воды, у каналов, которые сильно влияют на восприятие интерьера. Все-таки вид окна в окна в человейниках или вид на канал – это разница большая. И вид из окон надо всегда учитывать, ведь он заходит в интерьер и становится его участником. Теперь страны Восточной Европы – Словакия, Чехия, Польша, Балтийские страны. На мой взгляд, в целом это прекрасный рынок современной недвижимости. Они берут все лучшее и тянутся к стандартам из Западной Европы, и, на мой взгляд, иногда делают даже и лучше, и доступнее, и очень любопытные там есть новостройки. Смотря на этот рынок, я очень верю в него и в этот позитивный тренд и его дальнейшее развитие. В Китае мы пока не проектировали, но я изучал происходящее на этом рынке недвижимости, и оно меня очень пугает. Понятно, что высокая плотность населения и ограниченная территория, но все же сама среда всех этих безумных человейников абсолютно бесчеловечна. Вид окна в окна, от которого возникает только чувство тюремной безысходности и угнетенности, микроквартиры с одним окном или вообще новый тренд, стиль без ремонта для молодых китайских ипотечников. Это уже не лофт, это глубокая бедность. Я, кстати, как-то у себя в Телеграме прочертила эту границу и объяснила, в чем разница. Оставлю ссылку в описании, почитайте. И даже просто по обзорам квартир я успела углядеть их ужасное качество строительства. Для понимания, среднее качество строительства и отделки в Эмиратах, например, по видео заметить довольно сложно. В общем, новостройки Китая и пространство в них, как зеркало, отражают очень пугающие и уродливые социальные процессы. Не буду глубоко погружаться в эту тему, что именно делает такая среда с психикой человека. Есть специально на то заточенные специалисты, но могу точно сказать, что брать пример с Китая не надо. Хотя некоторые застройщики зачем-то смотрят в эту сторону и множат плохие примеры и в своих странах, вне Китая. Не надо так.
И если вы хотите при взгляде на недвижимость, вне зависимости от ее состояния, понимать, как можно ее улучшить и нивелировать недостатки, то добро пожаловать ко мне на курсы, ссылки на которые будут в описании к ролику. Также вы можете отблагодарить меня и поучаствовать в жизни канала, став спонсором здесь, на YouTube, подписавшись на мой Patreon или Boosty. Все ссылки есть в описании к видео и в описании канала. Поддержите этот ролик лайком и подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали. До новых встреч, всем дизайн!